Приветствую всех, кого интересуют компьютерные комплектующие и не только. Предлагаю вашему вниманию обозреть новый продукт от компании Fantex. Это их новейшая SGO Glacier One 360 32 поколения. Думаю, непосредственно исходя из названия и картинки, которая изображена на коробке, понятно, что это трехсекционная вода. И здесь установлены одни из самых топовых вертушек, если не лучших. Предлагаю вначале обозреть внешнюю коробку. Значит, вид сверху, вид снизу, ничего интересного. Далее вид сбоку. Здесь мы получаем подробную информацию об размерах радиатора, а с другой стороны подробную информацию в целом об СЖО, то бишь поддержка сокетов, краткая информация об радиаторе, который, к сожалению, не медный, а хотелось бы, и подробная информация о помпе и вертушках. Переходим к тыльной стороне. Здесь компания Fantex пишет нам, что на водоблоке установлен экран зеркала с подсветкой, что здесь установлены нереально крутые вертушки, наверное. Помпа на новейшей ZTEC-овской платформе, якобы ультра простая установка, с которой может справиться абсолютно любой человек. Значит, предлагаю подвести промежуточный итог, так сказать, по обертке, да, то, что мы вот сейчас увидели, в целом узнали. Я бы, наверное, выделил 3 основных достоинства. Относительно нестандартная толщина радиатора, ну, относительно других производителей, да, Arctic не учитываем, естественно. Одни из самых топовых вертушек, исходя из характеристик, конечно. И новейшая ZTEC-овская помпа 8-го поколения, которая, ну, может, отличается какой-то супер крутой производительностью и тихой работой. Ну, может быть, собственно, в процессе использования, собственно говоря, узнаем. Далее, погружаемся внутрь. И первое, что нас встречает, это инструкция. Как и куда что подключать. Пишет, что входит в комплект Y-сплиттер 4-пиновый ПВМ, удлинитель 4-пиновый ПВМ, DRGB-адаптер для подключения в материнку, термопаста, которую можно будет сравнить, к примеру, с MX4 у меня есть на руках, и Thermalright-овская, 3 клипсы для укладки шлангов и маунт-киты для разных платформ из сокетов. Далее мы встречаем водонепроницаемую упаковку с кабелями, которые были указаны выше. Кабеля удлинителя и сплиттер, затянутый в оплетку. Далее попадает нам в руки маунт-киты. К сожалению, без каких-либо обозначений. И, ну, если не учитывать бэкплейт Intel. Честно говоря, странное решение. Как по мне, можно было бы, ну, без проблем какую-то наклеечку маленькую напечатать. Не думаю, что это стоит так дорого. Но сделали так. Окей. Собственно, пластина для AMD. Да, как говорится, Intel здорово, а АМДшникам соболезную. С уважением, естественно, с уважением. Далее клипсы для шлангов, для укладки, термопаста. Далее идут винты для AM4 и до 1200 сокета интеловского. А вот эти уже для AM5 и только 1700. Далее мы видим стендофы для Intel. Кучу разных винтов как для радиатора, так и для вертушек. И последнее, что нас здесь ожидает, это бэкплейт для Intel с проставкой резиновой, которая имеет клеевой слой для удобства установки. Собственно, чтобы не придерживать рукой сзади, да, материнке просто можно ее приклеить и без каких-либо проблем насадить водоблок. Довольно-таки внушительный кусок металла.
Далее переходим к вертушкам, которые как выглядят очень солидно и внушающе, так и имеют, я бы сказал, неплохой вес. Не знаю, почему я решил это выделить, но просто, так сказать, будет с чем сравнить. Так вот, к примеру, я сейчас использую корпус MSI-евский. И если сравнивать вертушки из корпуса с фантексовскими, то фантексовские тяжелее раза в 2, а то и даже в 3. Надеюсь, эта информация будет полезна. Ну что же, переходим к сердцу системы, радиатору и водоблоку, расположенным вместе с помпой. Сам водоблок вместе с шлангами находится в целлофановой упаковке. Имеет нанесенную на заводе термопасту, так же как и, я думаю, на всех производителях СЖО, поворачивающиеся на плюс-минус 180 градусов фитинги и достаточно хорошо гнущиеся шланги. Проблем с установкой возникнуть не должно. Как хотите, крутите, вертите, я думаю, все станет без каких-либо проблем. Водоблок имеет два кабеля для подключения. Кабель питания 4-пиновый для материнки и кабель для подсветки. Радиатор же находится в тонкой картонной упаковке и особо ничем не выделяется, если не учитывать толщину, которую компания Fantex нас уведомила на внешней коробке. Так давайте же проведем замер профессиональным инструментом. Это сверхточный инструмент для проведения замеров исключительно СЖО. Да, он уже не первой свежести, но все равно он очень сильно выручает. Итак, переходим к проведению высокопрофессионального замера. И мы с вами можем наблюдать, что все же 30 мм есть. Но это внешние 30 мм. Сам радиатор ведь вставлен в металлический кожух, к которому прикручиваются вентиляторы и, собственно, прикручивается к корпусу. Так вот, расстояние между радиатором и внешним металлическим кожухом 5 мм с одной стороны. То бишь, это значит что? А это значит то, что толщина именно самого радиатора всего лишь 20. Возможно, она, конечно, так на всех радиаторах. Но, как по мне, это слишком. При том, что учитывая то, что там в местах крепления, там в радиаторах есть углубление. То есть, можно было сделать радиатор потолще и сделать углубление больше для крепления. Не думаю, чтобы это как-то сильно повлияло. Хотя, может, каких-то лишних, эти лишние 5 миллиметров не так сильно влияет, да, на толщину радиатора. Что 20, что 25, может, там не слишком будет сильно большая разница. Но все равно, так сказать, что имеем, то имеем. Итак, надеюсь, вам понравилось данное обозрение. Предлагаю вам написать в комментариях, что вы конкретно думаете об этой СЖО. Если, конечно, они слышали что-то. Я просто относительно недавно меня что-то заинтересовала компания Fantex. Как-то вот смотришь и, видно, что, люди стараются как-то. Вот оно выглядит выглядит прям хорошо. Вот как стоит, так оно и выглядит примерно. Так вот, что, собственно, вы думаете об данной СЖО? Стоит ли она того? Или же дешевле и профитнее использовать просто банку со льдом? Возможно, кто-то так и делает. Вскоре выйдет еще один ролик, обзор на корпус N2 Pro 2, а потому не забываем подписаться, прожать лайкос. И если понравилось, естественно. Если нет, то нет, как говорится. В общем, люблю, целую и всем мирного неба.